Всем привет, ребят. Меня зовут Роман Макаров. Я глава громадской спілки Build It Ukraine. Мне моя любимая команда сегодня разрешила провести завершающий семинар в рамках Build It Smart Week. Даже разрешила мне выбрать тему самому. Постараюсь сделать это все максимально информативным и максимально сжатым по времени. Тема, которую я выбрал, это розбираємось з BIM-глосарієм у 2020 році. Почему я считаю это актуальным? Считаю это актуальным, потому что на данный момент тема BIM, она очень хайповая, в принципе, во всем мире, в Украине в том числе, и с учетом того опыта, который имеет наша организация, мы уже научились разделять, скажем так, информационные потоки и понимаем очень много терминологии, и нам часто режет слух, когда люди называют одни и те же вещи разными именами, либо когда разные вещи называются одними и теми же именами. Из-за этого возникает очень много проблем в практике, из-за этого возникает очень много проблем у тех людей, которые фактически инвестируют в имплементацию данных технологий какое-то свое время, средства, и приходит разочарование, люди начинают говорить о том, что что-то не работает, но для этого нужно просто иметь структурный подход и разбираться, что конкретно в каждый момент вы делаете. Мне кажется, что очень важной частью этого является понимание того всего информационного поля, которое вокруг этой тематики сложено. Мы в ходе данного семинара будем чуть-чуть говорить о стандартах, BIM-стандартах, чуть-чуть будем говорить об организациях, которые эти стандарты развивают, внедряют, чуть-чуть будем говорить о конкретно отдельных взятых каких-то терминах, которые на данный момент считаются важными, и считаются важными в частности мной. Не пытаюсь быть истиной в последней инстанции, хочу просто максимально информативно проговорить то, что на повестке дня, скажем так. Конечно, такому семинару можно сделать альтернативой образовательный курс в течение какого-то периода времени, потому что тематика достаточно обширная, и разбираться с ней в течение 40 минут достаточно сложно. С чего хотелось бы начать? Начать хотелось бы с карты. Эта карта, она есть во всех наших практически презентациях. Тут уже, наверное, даже не все флажки. Это флаги стран на карте мира, в которых BIM как технология так или иначе узнаваема, либо имплементирована, либо применяема где-то на государственном уровне официально, где-то активно используется бизнесом, но государство смотрит на это просто со стороны. Но сам факт в том, что сама история BIM уже достаточно, скажем так, глобальная, она уже переступает границы. Но что отметить очень важно? Отметить очень важно, что во всей BIM-овской тематике мы имеем вот такое вот противостояние. Вообще в целом это противостояние исторически, то есть это страна, которая была основана иммигрантами из второй страны, они между собой вот так вот немножко конфронтируют все это время, но это не анонс боксерского поединка Деонта Уайлдера и Тайсона Фьюри, рематча, это фактическая ситуация того, что мы имеем в BIM-среде относительно баз знаний, относительно терминологии, стандартизации и подходов, которые сейчас используются в общей мировой практике. Мы будем говорить здесь о таких стандартах, о таких документах, которые регламентируют деятельность компаний применения BIM-технологий на своих проектах в какой-то определенной географии. Начнем мы с вот этих вот волшебных кодировок PAS 1192, ISO 19650. Что это такое?
Кстати, rollback маленький, вот эта презентажка, мы ее потом расшарим после вебинара, либо сделаем выжимку из нее. Здесь, в принципе-то, есть ссылки на все первоисточники этих документов. Если кому-то будет интересно, сможете с ними ознакомиться и изучить, там, задать дополнительные какие-то вопросы, может быть, продвинуться в этом направлении каким-то образом самостоятельно. Начнем мы с PES 1192. Что это такое? Фактически это британский BIM-стандарт, который создан British Standard Institute, по-моему, в 2013 году, если я не ошибаюсь, да, вот первое упоминание, который регламентирует деятельность компаний в сфере BIM на так называемом BIM Level 2. Мы на этом вообще в этой презентации, в этом вебинаре останавливаться не будем, потому что это инфа для отдельного обсуждения, и в конце вебинара я скину ссылки, там, в которых вы можете с этим всем ознакомиться, видосики и так далее. Так вот, это BIM-стандарт британский, который четко прописывает, что есть применение BIM при реализации строительных проектов от начала до конца на всем лайфсайкле этих проектов. Почему PES 1192 сейчас популярно упоминать в связке с ISO 19650? Потому что по факту ISO 19650 это продолжение PES 1192 британского стандарта, только который на данный момент становится международным. То есть британцы собрались огромной командой там, академиков, профессионалов отрасли, работников государственных служб, которые связаны со строительством, проектировщиков, строителей, производителей материалов, кого угодно, и написали свой стандарт PES 1192. Они его модернизировали несколько лет, и в какой-то момент он трансформировался в ISO 19650, при помощи которого пытаются сейчас стандартизировать всю BIM-практику фактически на планете, в том числе и в Украине. По этому пути пошло очень много стран, потому что считается, что ISO это организация международной стандартизации. Стандарты ISO это всегда recognizable история, которая позволяет организациям, которые эти стандарты имплементируют, доказать, что они так или иначе готовы выполнять свою работу на определенном уровне, которую эти стандарты регламентируют, скажем так. Почему мы здесь же говорим о NBIMS версия 3? Это американский стандарт, который создан National Institute of Building Sciences. Что очень интересно, упоминания о нем закончились в 2015 году. Во многом потому, что Америка, будучи самой рыночной, скажем так, страной на планете, и те люди, которые вот этим всем делом занимались, очень быстро сориентировались и поняли, что стандартизировать то, что работает само собой, что имеет проектный подход, что имеет подход и развитие на уровне компании, на уровне организации, не нужно пытаться это завести под какую-то единую гребенку. То есть стоит выделить определенный набор направлений, в рамках которых стоит двигаться. Все остальное бизнес делает сам. Соответственно, в Америке появились какие-то BIM-стандарты по отдельным штатам, по отдельным организациям. Например, часть из government agencies имеют свои BIM-стандарты, если они заказывают стройки и так далее. То есть там чуть-чуть история немного более разбросана. Но почему мы вообще в принципе говорим об этих стандартах, об этих организациях? Да потому что если вы откроете эти документы, прочтете просто глоссарий этих документов, в начале список терминов, есть риск, что у вас взорвется немножко голова, потому что там есть вещи, которые не упоминаются взаимно в этих стандартах, есть вещи, которые схожи, в принципе попадают по описанию и по названию друг в друга, а есть вещи, которые совершенно конфьюзят, которые даже некоторые процессы немножко друг от друга отворачивают, скажем так. Соответственно, нужно понимать, что есть люди, которые так или иначе практику, точнее не практику, а теорию понимания
этих подходов, этих технологий черпают из разных источников. И если многие из вас этой темой, я уверен, интересуются, и, скорее всего, там лазите в интернете, делаете свои запросы, большая часть запросов будет и терминологии будет ссылаться и объясняться британской как раз тематикой. Но будут вещи, которые будут вас немножко конфьюзить и давать другой подход к пониманию. И, скорее всего, эти вещи продиктованы американскими стандартами, скажем так. Все то, что сейчас происходит в мире, в большей степени привязано к британскому стандарту. Есть еще Китай, всеми понятный, да, который вообще там по своему пути пошел, и он, наверное, взял все лучшее отовсюду и пытается это все имплементировать уже на своем каком-то уровне, но мы не имеем возможности прочитать их документы, потому что вряд ли есть качественные переводы у них, скажем так. Вот, почему мы об этом говорим, собственно? Для того, чтобы вы могли понимать, откуда растут корни у тех или иных понятий, аббревиатур, подходов, почему некоторые вещи в некоторых проектах упоминаются, почему на каких-то проектах вы будете работать, к примеру, а там будет одна терминология, на каких-то будет другая терминология и так далее. Я, имея практику работы на зарубежных проектах, связанных с BIM-тематикой, с управлением проектами на основе VDC, я ни разу не встречал от профессионалов проектных ни одного из упоминаний этих стандартов. То есть все знают об их существовании, но в практике проекты и имплементация BIM на этих проектах зачастую регламентируются немножко другими документами, которые в том числе в этих стандартах упоминаются. Я думаю, для интро этого хватит. Двинемся дальше. Есть разное понимание, что такое BIM. Мы не хотим являться истиной в последней инстанции. Вот те документы, которые я вам сейчас попытался разъяснить, вы сможете их открыть, почитать, сделать какие-то свои выводы. Я бы хотел сейчас попытаться начать с того, чтобы ответить на вопросы, чем BIM не является 100%. Потому что это очень часто одно из основных заблуждений, с которыми мы сталкиваемся. Первое. BIM — это не Revit. И, соответственно, ни одна из программ от определенных производителей программного обеспечения, которые мы можем с вами на этом слайде увидеть. Я очень часто слышу, ты разговариваешь на тематику виртуального строительства и информационного моделирования с профессионалами отрасли, и какой-нибудь опытный проектировщик говорит: да, я знаю ваш BIM, мы уже 15 лет в Архикаде проектируем, выпускаем кривые архитектурные планы и разрезы, потому что это быстрее, чем просто чертить в автокаде. Соответственно, он ассоциирует BIM сразу с двумя неправильными понятиями. Первое — это то, что это софт. Второе — это то, что это только для проектирования. Мы сейчас об этом поговорим тоже дальше. Соответственно, это точно не софт. Софт в случае BIM и программы в случае BIM — это инструмент для создания, управления, анализа информации. Но мы не должны ассоциировать BIM только с производителями программного обеспечения, как бы они того не хотели. Это очень важно понимать. Второе. BIM — это не 3D. Точнее, это не только 3D. Потому что 3D-модели и аксонометрию можно и вручную начертить. И это мы учили в строительных вузах в 1952 году, когда персональных компьютеров еще в помине не было. BIM чуть-чуть больше, чем просто 3D. Это 3D-элементы, которые обладают определенными атрибутами, которые позволяют нам применять эти атрибуты для того, чтобы наполнять нашу информационную модель проекта определенными данными, которые позволяют нам этим проектом управлять. То есть мы говорим о том, что если у нас есть какой-то элемент в 3D, и визуально в 3D этот элемент ничем друг от друга отличаться не будет, то он будет обладать разным набором параметров, будут какие-то материалы, состав, что угодно, да банально цвет покрытия, это уже будет
иметь определенную весомую разницу в рамках нашего проекта. Третье, чем BIM не является. BIM не является процессом, связанным сугубо с проектированием. Очень ошибочное мнение, распространенное мнение, к сожалению. Причем не только у нас, я говорю о более широкой географии, что BIM это процессы и процедуры, которые полезны, которые работают только на этапе проектирования объекта. Здесь вот старенькая картиночка автодесковская, такая мультяшная, ее, кстати, надо перевести, люблю ее показывать. Здесь очень четко написано, на каких фазах и что может, какие стоят задачи перед разными участниками фактически этого проекта, и какие из этих задач BIM как процесс может покрывать. Вот. На эти три вопроса мы ответим. Теперь давайте попробуем ответить на то, чем все-таки BIM является. Да? Я, когда готовился к этому семинару, попытался сформулировать частично сам, точнее сформулировал, естественно, что имею представление, начал серчить, и мне понравилось очень много разных определений, потому что определений масса, как раз вот из-за вот этих разных подходов, разных переводов, разных адаптаций этих определений. То есть каждый пытается потянуть это одеяло на себя слегка. То есть мы говорим здесь о BIM как о Building Information Modeling. То есть моделинг это процедура, это какой-то процесс. В переводе Building Information Modeling правильно звучит как информационное моделирование зданий и сооружений, либо объекта строительства. То есть building здесь указан не как процедура строительства, потому что строительство это construction, а building здесь именно идет в разрезе здания, отдельной единицы физической, которую мы в ходе этого процесса моделируем информационно, скажем так. Соответственно, мы говорим о том, что BIM это комплекс технологий и процессов, руководств, которые позволяют очень много разных стейкхолдеров на каждом проекте может быть, эффективно этим стейкхолдерам проектировать, строить, управлять этим объектом строительства в единой виртуальной среде при помощи определенного специализированного программного обеспечения. Результатом этого процесса есть по факту информационная модель объекта будівництва, строительства, которая называется BIM-модель. То есть вы в стандарте, допустим, PAS 1192 или ISO 19650 увидите три разных определения BIM и, соответственно, разных расшифровки этой аббревиатуры. Так вот, для простоты, как бы к аббревиатуре BIM мы здесь добавляем еще слэш-модель. То есть это результат этого всего процесса, которая состоит из определенного, всегда разного для разных типов проектов наборов данных. Графических, текстовых, числовых и так далее. Вроде как разобрались с этим и начинаем понимать, что это чуть более обширное понятие, чем то, которое отдельные игроки индустрии пытаются нам, скажем так, навязать. Двигаемся вперед. Сейчас такая маленькая ремарка. Мы сейчас уже отошли от общего понимания стандартов, от того, откуда эта терминология начинается, идет уже к конкретным каким-то терминам, которые часто могут встречаться и определение которых я от лица нашей организации пытаюсь сейчас предоставить. Следующее, очень распространенное, очень популярное, очень всегда запутывающее всех, BIM 3D, 4, 5, 6, 7, 8, 100, 500 тысяч D. Это то, что очень активно сейчас продается, скажем так, разными евангелистами этой тематики, будем называть это так. И то, что запутывает людей, которые в этом мало разбираются, не понимают, как это работает, и еще очень часто злит. Вот здесь вот я специально такой смайлик злой. Я очень часто слышал негативные реакции особенно когда упоминается слово измерение. Некоторые люди, которые строители, вы знаете, вообще строительная отрасль часто представлена профессионалами, которые достаточно трезво оценивают жизнь, особенно на территории
скажем так, нашей. И люди понимают, что, во-первых, сопротивляются всему новому. Это тоже достаточно такой сильный фактор. Во-вторых, когда они слышат определения, которые еще и часто неправильно трактованы, начинается еще больше отторжения, еще больше злая реакция, скажем так. Поэтому здесь написаны вымеры, измерения. И да, это принято так называть, но даже мы в своей практике стараемся уходить от 3D beam, 4D beam, 5D beam, пытаться трансформировать эти термины в более проектно ориентированные, в более ориентированные на те процедуры, которые соответствуют этим подходам именно в строительных проектах. То есть, если мы говорим там 3D beam, это что такое 3D beam? В общепринятом понимании это наша фактически любая модель из любого программного обеспечения, будь то Revit, будь то Archicad, будь то Tekla, будь то Bentley Systems, Allplan, еще кто-то. То есть это фактически геометрия 3D элементов, которые наполнены определенными общими данными. Общие данные — это физические характеристики, характеристики материалов, какие-то дополнительные комментарии, текстовые вещи, цифровые вещи и так далее. То есть то, что описывает и наполняет нашу 3D-модель информацией о фактическом знании этого объекта, это вот в базе называется 3D BIM. Дальше мы двигаемся. Что такое 4D BIM? 4D. 4D популярная история. Это связь вот той модели, которую мы смоделировали в виде геометрии, наполнили ее нужными данными, которые мы добавляем всем известный календарный график выполнения работ. Фактически на 4D BIM можно посмотреть чуть-чуть более шире. В нашем отечественном понимании это то, как можно реализовать план производства работ и план организации строительства, всем нам известные документы, на основе моделей, на основе BIM. То есть как мы можем наполнить, какой информацией мы можем наполнить нашу BIM-модель для того, чтобы реализовать два документа: план производства работ и план организации строительства. Соответственно, когда мы берем планировочные данные, связываем их с BIM-моделью, мы получаем 4D. Все, точка. Теперь поговорим о всеми желаемой истории 5D BIM, да, то есть это мечта, золотая мечта наших строителей: нажать две кнопки и получить динамическую смету строительного объекта. Это делается сложно, но в принципе такие процедуры и практики существуют. По сути, 5D BIM — это связь BIM-модели со сметными данными. Какие сметные данные нас интересуют? Нас интересуют нормы расценки материалов и работ. И фактически BIM-модель здесь используется как источник количественных показателей по объемам материалов, которые зачастую в обычном сметном процессе выполняются сметчиком вручную и потом связываются при помощи специального ПО с нормами и расценками. В BIM-процессе уже существует достаточно много разных инструментов, которые позволяют автоматизировать большую часть из этих процессов. В развитых странах, в развитых компаниях очень аккуратно относятся к своим сметным данным, постоянно мониторятся актуальные стоимости и расценки. Соответственно, действительно, 5D BIM — это отличный инструмент для бюджетирования проектов, который позволяет в разы сократить время на составление смет, время на анализ так называемого value engineering, который позволяет вносить соответствующие изменения в конкретный строительный проект. И на самом деле это одна из очень важных и эффективных частей использования BIM на практике, скажем так. Есть еще одна история, которая называется 6D BIM. Это все мы знаем, что
Очень часто бывает так, что в процессе эксплуатации объекта возникают какие-то проблемы, нужно его чинить, нужно ремонтировать. Потом оказывается, что нужна проектная документация для этого, желательно исполнительная, а еще лучше, которая соответствует факту того, как это было построено, а не так, как это было запроектировано. И очень часто таких документов вы просто не найдете. Поэтому сейчас очень распространенной практикой на проектах, на которых развернуто максимальное использование преимуществ BIM, идет такая история, что люди, инвестируя в эти процессы, понимают, что есть смысл эту модель доводить до этапа эксплуатации объекта, то есть фактически вносить в нее данные, как это было построено, какие были приняты решения по изменению тех или иных там, архитектурно-планировочных, инженерных решений, для того, чтобы модель на выходе фактически максимально соответствовала построенному зданию, на основе чего мы потом можем наложить эксплуатационные какие-то данные, к примеру, там, план обслуживания тех или иных систем календарной, фактические данные по техническому ремонту произведенному, например. И мы таким образом можем отслеживать процесс эксплуатации объекта, использовать хорошую качественную модель, которая соответствует нашему объекту, для того, чтобы быстрее находить ту или иную информацию, отправлять запросы и, соответственно, поддерживать документацию об объекте в актуальном виде, даже уже после того, как этот объект построен и сдан уже давно. Сюда же можно приписать еще там 7D и так далее. 7D — это история, о которой говорят, что там, связь BIM-модели как это называется, системами Smart House, датчиками, контроллерами, которая позволяет управлять объектом еще не просто статистически, аналитически, а еще и динамически при помощи настроенных специальных интерфейсов. Вот. Соответственно, вроде как с этим разобрались. То есть эти вымеры измерения все-таки существуют, вы о них будете слышать очень часто, но нужно очень аккуратно относиться к тому, что от вас просят и что люди вкладывают в это понятие. Потому что те, кто говорит о 5D BIM, не понимают о проблемах, с которыми необходимо им придется столкнуться, когда они захотят реализовать реально рабочий инструмент, на который можно будет положиться, точно так же, как вы полагаетесь на свой ПТО отдел и людям, которые вы доверяете, которые эти бюджеты там, вместе с метчиками считают. Да? Точно так же 4D BIM. Это в нашей практике достаточно сложная проблема. Почему? Потому что планировочные данные зачастую для конкретного объекта могут создаться один раз какой-то календарный график, и может быть в лучшем случае пару раз его за все время реализации этого проекта пересмотрят, когда совсем наступит критическая ситуация. А так эти документы абсолютно не живые. Для того, чтобы подход 4D BIM работал качественно, нужно, чтобы планировщики, менеджеры на этом проекте тоже хорошо относились скажем так, скрупулезно относились к данным, чтобы обновлялись календарные графики, чтобы сравнивался план-факт, и тогда этот инструментарий позволит это делать более точно, быстрее, соответственно, экономией усилий и, как следствие, средств, времени и так далее. Следующая очень часто встречающаяся аббревиатура LOD. Что такое LOD? Level of Development, Level of Detail. Вы встретите и то как раз в разных стандартах. Что такое Level of Information? Что такое Level of Geometry? Очень много запутанных вещей. На самом деле LOD есть только один по факту. Это документ, созданный организацией, которая называется BIM Forum. Это организация, которая взаимодействует со строительной ассоциацией Соединенных Штатов Америки, Американским институтом архитекторов, там, по-моему, сингапурский вот этот BIM Information Modeling. Это документ,
который расшифровывается как Level of Development Specification, который позволяет определить уровень фактически развития модели в течение времени движения по жизненному циклу проекта и ее детализации. Детализации, которая вот здесь вот делится на две главных части. То есть уровень детализации модели определяется двумя факторами: уровнем информации и уровнем геометрии. Уровень информации отвечает за то, что на начальной стадии проекта мы можем не знать, мы можем знать только геометрию, например, нашей двери, какая она будет, но мы не будем знать производителя этой двери, мы не будем знать навесного оборудования этой двери, может быть еще даже цвета и так далее. Соответственно, на начальном этапе наш уровень development, level of development будет там 100. То есть вы можете, в общем, опять-таки, зачем все эти ссылки? Мы не будем на этом долго останавливаться, вы просто можете эти документы по прямым ссылкам открыть, почитать, ознакомиться с ними и разобраться самостоятельно, сделать какие-то свои выводы. То есть путаться с этим не нужно. Вот те стандарты, о которых мы упоминали в самом начале, вы если их откроете, прочитаете, вы там встретите и level of development, и level of detail, и level of information. Хотя основоположный документ LOD Specification, который сделан этим форумом, не все из этих определений в себя включают. Двигаемся дальше. Тоже популярные аббревиатуры для специалистов в этой индустрии. Вы часто их встретите, вы увидите и BEP, и BIM-XP. Чем они отличаются? Да ничем. По сути, и то это BIM Execution Plan. Фактически, BIM Execution Plan — это вот единственный документ, стандарт, который я хоть раз встречал в практике. То есть все-таки BIM Execution Plan пишут BIM-команды на проектах, менеджеры используют эти документы для того, чтобы регламентировать, как BIM будет применяться на том или ином проекте конкретно. То есть этот документ содержит определенную информацию о том, что это за проект, какие роли у этого проекта, кто архитектор, кто plumbing, кто engineer structural, кто менеджер и так далее, что за консультанты есть, все контакты, матрица ответственности, на каких фазах, на каком уровне детализации мы управляем моделью и так далее. То есть фактически, как мы обмениваемся файлами, для чего эта модель будет использоваться, в каких форматах файлов эта модель будет передаваться, как мы будем созваниваться, куда мы будем отправлять, загружать информацию и так далее, и так далее, и так далее. То есть это фактически документ единственный. Вот это на самом деле это единственный стандарт, который по сути нужен. Потому что этот стандарт, он написан под конкретный проект. Мы берем, потому что каждый проект два абсолютно одинаковых здания могут в корне отличаться от себя. И друг от друга в плане условий, в которых эти проекты реализуются. Соответственно, пройдясь по шагам подготовки вот этого BIM Execution Plan, мы на массу вопросов сможем себе и участникам этого проекта ответить. Соответственно, вот то, о чем мы говорили, почему NBIMS United States перестал упоминаться с 2015 года, потому что фактически он трансформировался в BIM Execution Plan, которые бизнес и компании, которые эти проекты реализовывают, намного лучше пишут сами и в ногу со временем, с использованием тех технологий, которые актуальны сейчас, программного обеспечения, которое актуально сейчас, подходов, потому что все это не стоит на месте. Проблема всех этих стандартов заключается в одном. Их начинают писать люди, которые либо вообще не имеют никакой практики, либо какое-то время эту практику, скажем так, не обновляли. То есть люди начинают стандартизировать на основе тех знаний, которые они получили какой-то период времени назад, а реальный бизнес, живой сектор экономики не стоит на месте, и эти новшества появляются день за днем, за ними просто невозможно уследить. Соответственно, BIM Execution Plan — это, скажем так, единственный формальный документ в рамках подхода BIM, который, я считаю, имеет максимальный вес в рамках реализации этого проекта. Двигаемся дальше. Волшебный Common Data Environment. Это упоминается, в принципе, во всех стандартах. Это уже более-менее понятная история, которая распространена
по всему миру. Что имеется в виду? Перевод фактически это общая среда данных. Каждый строительный проект представляет собой сложную коммуникационную систему, которая состоит из большого количества стейкхолдеров, которые постоянно обмениваются информацией. Эта информация очень разная. То есть это могут быть BIM-модели, это могут быть чертежи, которые не имеют никакого отношения к BIM-модели. Может быть любая числовая информация, это могут быть какие-то контрактные данные, это могут быть реквесты, запросы на информацию друг к другу. То есть очень много разных типов информации, разных типов данных аккумулируются в ходе реализации любого строительного проекта, и необходимо сделать так, чтобы для всего этого была единая среда, которая позволяет всем участникам проекта видеть, что происходит в тех или иных частях этого проекта, как это их касается. Потому что часто бывает так, что из-за неведения одного стейкхолдера о том, что делает другой, возникают на проекте проблемы, переработки и так далее. Фактически это не представляет ничего сложного. Вы можете сейчас спокойно написать CDE в Google и увидеть вот то, что сейчас самым простым вариантом объяснить, что такое Common Data Environment, это программы для construction management фактически. Вот Autodesk недавно запустил свой Construction Cloud, который объединяет несколько программ: Assemble, BIM 360, Building Connected для бидов, для закупок, PlanGrid. Есть популярный Procore, один из самых больших игроков здесь. Есть Newforma, есть у Oracle свои продукты. То есть что это такое? Это единая система, которая замыкает все взаимодействия всех участников проекта в виртуальной среде, и все видят, что происходит по датам, кто какие друг другу запросы отправляет, где обновляются чертежи и так далее. Вот для забавной истории пойдите в какую-нибудь такую олдскульную проектную мастерскую и попросите у них сделать им самый простой запрос. Дайте мне самые актуальные чертежи по вот этому проекту. Единицы вам зайдут в единую среду данных, будь то внутренний сервер какой-то, или может какой-нибудь Google Диск, или Dropbox, что угодно, и предоставят вам ссылки на актуальную документацию. 70% остальных будут тратить на это 2 дня времени, и тот дадут неактуальную информацию, потому что они просто банально не знают, где последний сет. То есть вот эти вопросы, такого типа вопросы, подход к созданию Common Data Environment на каждом проекте решает. Но фактически мы можем говорить о CDE, как о CDE, как о софте стороннем, который позволяет всю информацию о строительном проекте собрать воедино. Следующая популярная история, которую вы будете часто слышать, с которой вы будете часто сталкиваться, IFC, BCF, OpenView. Что это такое? Опять организация, еще одна организация. Это Building Smart International. Это такая вот организация, которая выступает, является создателем и, скажем так, пропагандистом стратегии OpenBIM, которая говорит о чем, что такое OpenBIM. OpenBIM — это возможность взаимодействия между между файлами созданными в разном программном обеспечении при помощи одного унитарного формата файлов, IFC фактически. То есть OpenBIM стратегия реализуется через формат файла IFC, Industry Foundation Classes. То есть любое программное обеспечение для BIM, будь то Revit, Archicad, Allplan или Tekla, позволит выгрузить свои файлы в формате IFC, для того, чтобы в третьем стороннем софте мы можем выгрузить Revit модель в IFC или Tekla модель в IFC и залинковать ее в Revit, например. А можем выгрузить архикадовскую модель в IFC и добавить ее в Navisworks для координации, к примеру. Соответственно, это такой унитарный формат файла, который позволяет взаимодействовать моделям, которые созданы в разном программном обеспечении. Но есть одна большая проблема с IFC. IFC очень много информации, данных при неправильном, особенно экспорте, теряет. Очень много вопросов о взаимодействии между разным софтом, поэтому Building Smart пошел дальше. Они создали еще один формат файлов, это BIM Collaboration формат.
По сути, технически это работает очень просто. Это XML данные, которые позволяют обновлять уже выгруженные IFC-файлы, о которых мы говорим раньше, потом наполнять их информацией. То есть, это тоже тема отдельного семинара. Это интересная тематика, потому что большие проекты, зачастую, особенно серьезного уровня, там, инфраструктурные, к примеру, они очень часто реализуются организациями, которые имеют совершенно разные подходы, используют совершенно разное программное обеспечение, и это просто необходимо для того, чтобы настроить качественное взаимодействие и прогрессию проекта, необходимо настроить качественное взаимодействие на основе вот этих файлов. И вот эти все вещи, они тоже, кстати, регламентируются в BIM Execution Plan, о котором мы с вами говорили немножко раньше. По-моему, последняя аббревиатура здесь. И сейчас вы будете смеяться, но еще одна организация, которая есть такая штука интересная. Может быть, кто-то из вас слышал, называется она Hollywood BIM. Hollywood BIM. Собственно, есть одна очень большая проблема у аббревиатуры BIM сейчас в профессиональном сообществе, особенно и в частности в Соединенных Штатах. Какое-то время назад вокруг BIM сформировалось такое таинственное облако чего-то секретного, какой-то волшебной кнопки, которую сейчас просто нужно все смоделировать, и проект резко станет profitable, будет реализован быстрее сроков и за бюджет меньше, чем планировалось, скажем так, да. И вот это как раз и называлось Hollywood BIM, когда делались модели ради моделей, когда кто-то делал красивую симуляшку строительства один раз, и то, что наши профессионалы отрасли называют мультиками, когда 3D Max модели или там Lumion облеты назывались BIM и так далее, и так далее. Вот эта вот вся штука собрала вокруг себя определенный душок, и профессионалы, реальные профессионалы начали понимать, что когда кто-то к ним приходит и предлагает им BIM, да, либо они знают сами, что им нужен BIM, но самое важное, что им не надо допустить, чтобы это был Hollywood BIM, да, то есть они хотят, чтобы профессионалы работали с профессионалами. И получилось так, что от этой аббревиатуры нужно куда-то деваться, нужно отходить, потому что ее запопсили уже настолько на рынке, что разделить правду от неправды стало очень сложно. И вот такая вот организация, мы на нее сейчас перешли, CIFI, Center of Integrated Facility Engineering. Это тоже группа академиков, бывших практиков, где-то современных практиков, придумала такую вот аббревиатуру в 2008 году, которая называется VDC, Virtual Design and Construction. Что это такое? По сути, VDC это надстройка над BIM, которая говорит о том, что окей, BIM это процесс создания модели, да, а VDC это процесс управления проектом на основе этой модели. Мы говорим о том, что Virtual Design and Construction это подход к управлению строительными проектами, который отличается тем, что BIM используется как основной источник информации и данных для принятия управленческих решений на всех этапах жизненного цикла этого проекта. То есть, когда мы хотим, фактически во что превращает VDC, во что превращает BIM. Мы фактически, если у нас грамотное планирование, если у нас достаточно ресурсов, мы имеем возможность проанализировать те или иные инженерные решения, экономические решения, архитектурные решения, технические решения, безопасность, что угодно в виртуальной среде. И еще до того момента, когда мы заказали первый куб бетона, когда мы привезли тот или иной кран на стройку и так далее. То есть, когда мы говорим о VDC, мы говорим о том, что это надстройка над BIM, которая позволяет управлять всем строительным проектом на основе данных, которые BIM нам дает. VDC, по сути, это надстройка такая над BIM, которая показывает то, как мы практически используем модели, как мы практически
используем единую среду данных для того, чтобы принимать решения в ходе всего жизненного цикла, для того, чтобы строить быстрее, строить более качественно, строить более безопасно, вкладываться в бюджеты, вкладываться в графики и так далее. Вот моя любимая гифка здесь показана. Внизу у нас таймлайн проекта. Вот это то, как все происходит сейчас. На самом деле условный BIM здесь тоже есть, да, только взаимодействие происходит хаотично. Кто-то может давать Revit модели, кто-то может давать чертежи и так далее. Все это, и кто-то будет утверждать, что при классическом управлении строительным проектом тоже есть BIM, потому что один из проектировщиков, например, там архитектор или все проектировщики, и архитектор, и инженер-конструктор, и все смежники будут работать, к примеру, в Revit. А покажется потом, что все это никаким образом не живет, потому что эта концепция не реализована, потому что все равно выпущены точно такие же неактуализированные чертежи, точно такого же низкого качества, которые строителям приходится уточнять уже в ходе строительства. Либо другой процесс, который вот мы здесь как раз называем VDC Virtual Design Construction, когда мы имеем вот эту вот как раз нашу Shared Project Model, нашу BIM в основе процесса управления проектом, когда у нас все по полочкам, когда у нас все понятно, кто кому какую информацию, какой дате должен предоставить, в каком формате и так далее, и так далее. Вот это как раз то, что стоит за аббревиатурой Virtual Design and Construction. Соответственно, для меня, как для практика, вот эта история, она на самом деле намного ближе, чем называть все, что касается BIM в проекте, одной аббревиатурой. Когда мы управляем это BIM, и строим это BIM, и проектируем это BIM, и так далее. То есть это достаточно такая запутывающая история. Собственно, в целом, я думаю, я даже в час, по идее, уложился. Вот это вот такие вещи, которые хотелось бы проговорить. На самом деле, я сейчас вот, в принципе, с этим вебинаром закончил. Я понимаю, что я очень много чего сказал непонятно, и уже появилось много идей того, как это все улучшить. Не обессудьте, презентацию скинем. Ссылочки посмотрите, кому будет интересно. Любые вопросы можете там задавать напрямую через Facebook, можете писать нам на почте. Может быть, какие-то дополнительные интересные разъяснения из ваших вопросов получится. Собственно, у меня все. Всех благодарю за внимание. Хорошего дня. Не болейте, мойте руки с мылом. Старайтесь проводить время на свежем воздухе, но соблюдайте дистанцию 10 метров и более.